Привет, ребята! Сегодня вас ждет очередная прогулка в формате 360 градусов АСМР. Напоминаю вам, что вы можете крутить изображение направо-налево, осматривать все вокруг самостоятельно. Я лишь буду вам что-то примерное рассказывать. Вот, сегодня я решил сделать прогулочку вдоль берега реки. Вам понравилось, судя по всему, мое предыдущее видео, которое я снимал в парке Шевченко. И я решил, что буду продолжать делать такие прогулки. Сейчас я спускаюсь по холму. Это частный сектор на окраине Харькова. Вот, и такой достаточно крутой склон. Я там даже немножко, чуть-чуть не свалился. Но все обошлось, и я благополучно спустился. Вот, я сегодня пробую это все дело выложить в формате 5,7К. Надеюсь, что у меня получится. Очень много головной боли с этим форматом у меня было. Очень сложно все это было и долго записывать. Я надеюсь, что качество максимально хорошее получилось. Но для того, чтобы убедиться, что вы смотрите в максимальном качестве, пожалуйста, если вы на компьютере смотрите, выбирайте пункт качества и выставляйте там максимум. Либо же, если вы смотрите на телефоне, вы также можете поднять качество максимальное, которое возможно для просмотра на телефоне. Вот, и все, что я хотел сказать по поводу качества. Значит, сегодня мы с вами будем прогуливаться вот по такому маршруту. Вдоль с левой стороны от меня течет река. Вот, это река, которая является одной из основных рек города Харькова. Вот, и я достаточно много времени в детстве провел на этой реке. Вот, у меня дело в том, что здесь рядышком с этой речкой живет мой одноклассник. И также рядышком с этой рекой живут родители моей жены. Вот такое вот совпадение получилось. Мы как раз с ней познакомились, когда я ехал к своим друзьям на день рождения. Вот как раз сюда, в эту местность примерно. Вот. Ну а сегодня я здесь гуляю. Хотелось бы, чтобы вы тоже насладились вот этой зеленью, лесом, свежестью. Погода, в принципе, хорошая. Не жарко, не холодно, немножко ветрено, но это нормально, потому что звуки я отключил, звуки окружения. Как-нибудь я попробую оставить и звук окружения, то есть какие-то пение птиц, возможно. Но здесь дело в том, что не такие уж далекие от цивилизации места. И здесь часто слышны какие-то посторонние шумы, например, автомобили мимо проезжающие, а также разные люди, которые что-то поют, шумят, либо голосят. Я сегодня без маски, вот, потому что здесь мало людей ходит, и можно спокойно держать дистанцию. Поэтому, в принципе, я решил, что маску в лесу, наверное, не стоит одевать. Вот. Значит, надевать, точнее, да. В прошлом видео я сказал одеть, а надо надеть, потому что если ты на себя, то ты надеваешь, а если ты кого-то, то ты одеваешь, по-моему, так. Но, в общем-то, это не так важно. Сейчас мы с вами идем, в общем-то, вдоль реки, вдоль берега, по такой небольшой дорожке, Вот, с правой стороны от меня это какая-то подстанция, видимо, окруженная таким заборчиком. А с левой стороны такая небольшая заводь. Вот. Я и там, в принципе, и в реке, и в этой заводе пробовал даже рыбачить, но, к сожалению, видимо, я чего-то не знаю. Возможно, но здесь очень плохой был клев, и я абсолютно вообще ничего не поймал. Фактически я несколько раз там пробовал ловить рыбу, и, возможно, я что-то не так делал. А может быть, здесь просто рыбы нет. Она куда-то, возможно, переехала. Вот. Но, тем не менее,
Здесь достаточно хорошие места, достаточно красивые. К сожалению, здесь валяется много всяких бутылок, банок, склянок и так далее. Это, конечно, не очень хорошо. Вот. Очень иногда вот доставляет такое удовольствие смотреть на воду, смотреть вот на такие вот небольшие пейзажики, да, и думать о чем-то мирском, да, думать о каких-то событиях, вспоминать какие-то истории и так далее, которые произошли давным-давно, может быть. Вот. А через речку можете увидеть, что стоят частные дома. Тоже я всегда имел мечту вот такой себе домик построить или купить, да, который был бы где-то на берегу реки, метрах, наверное, в 15-20 от реки, и чтобы огородик, да, упирался в реку, чтобы можно было выйти в любое время, например, порыбачить или же покупаться, да, в реке. Вот. Я как заядлый рыболов думаю, что достаточно часто порыбачил. Ну вот смотрите, видите, там с другой стороны есть небольшие такие сижи, да, и мостики. И очень удобно просто со своего огорода выйти с удочкой и, в общем-то, порыбачить. Хотя, конечно, понимаю, что есть некоторые минусы жизни у воды. Ну, такие как, например, комары, да, или такие как возможность какого-то затопления и так далее. Вот. Что ж, идем дальше. Идем дальше. Тропиночки очень уютные в этом лесу, и в принципе все более-менее чистенько. Это меня очень радует на самом деле, потому что я ожидал худшего, когда я собирался на прогулку. Мне мои родственники, которые здесь живут, сказали, что там очень грязно и что очень много мусора. Ну, вот, но тем не менее, конечно, мусор есть, и это очень плохо, ребят. Большая-большая просьба ко всем вам, кто смотрит сейчас это видео. Если у вас есть возможность не мусорить, пожалуйста, не мусорите. Можно всегда вывести с собой мусор обратно в город, например, выбросить его в ближайшую мусорку. Не засорять окружающую среду и природу, потому что ведь нам же здесь жить, нам здесь гулять, ходить, нашим детям здесь жить. И иногда очень грустно смотреть, как молодые люди, ну, где-то там выпив банку пива или какую-то газировку выбрасывают просто тупо банку под ноги, их не заботит, что будет дальше. То есть, ну, это очень плохо. Тем не менее, очень-очень люблю вот так сидеть и просто смотреть на воду и на тех, кто трудится, да. Вот смотрите, там какая-то бабулька через реку что-то ковыряет в огороде, и, видимо, это как-то рассада, скорее всего, потому что месяц май, и самое время высаживать рассаду и как-то там что-то выкорчевывать, какие-то, как это называется, каких-то растений-вредителей, да, вот, бурьян всякий там и так далее. Вот. Я сам, кстати, в этот день пропалывал клубнику и немножко даже позагорал. Вот. Я не знаю, как я умудрился сгореть за 40 минут, при том, что солнца особо не было, но вот в этом весь я. Что ж, идем потихонечку дальше гулять. На самом деле видео получилось не длинным. В оригинале это видео было где-то 18 минут, но, к сожалению, мне пришлось сократить до 13 минут, потому что у меня возникли некоторые проблемы с рендерингом одного кусочка. К сожалению, он очень как-то не очень записался. Вот, и получилось, что мне пришлось сократить немножко видео. То есть я не заснял путешествие мое обратно. Только самый маленький кусочек остался в конце. Но тем не менее, надеюсь, что вы наслаждаетесь вот такими вот прогулками, потому что это, конечно, здорово, да, сидя где-то дома, можно испытать чувство вот этого вот восторга, да, когда ты гуляешь где-то в лесу, слышишь пение птиц. Я понимаю, конечно, что вы сейчас не слышите ничего, кроме моего шепота, но поверьте, так будет лучше. Это не тот лес, в котором нужно слушать звуки природы, к сожалению. Я повторюсь, что очень много разных посторонних шумов, и просто которые сбивали бы с толку. Вот.
да, сейчас это, в принципе, одна из конечных уже точек маршрута моего. Небольшая прогулка, в принципе, она, конечно, была больше, потому что я снял больше, но, к сожалению, опять же, часть видео пришлось убрать. Как вы можете наблюдать, в принципе, люди некоторые гуляют, но их очень немного здесь. Здесь такая местность, и на самом деле, ну, не часто кого-то встречаешь. Хотя мне по дороге, наверное, человек 5-6 встретилось, вот. Тем не менее, я считаю, что маска, конечно, это хорошо, и если вы идете куда-то в парк гулять, или на встречу с друзьями, или на встречу с родственниками, я прошу прощения, это мой термос был. Если вы идете куда-то на встречу с друзьями или родственниками, конечно, маска нужна, то есть чтобы когда вы общались с людьми, вы на них не чихали, не кашляли там и так далее, да. Когда вы гуляете просто где-то самостоятельно, вот, и ни с кем не собираетесь общаться, я думаю, что необходимости в маске нет, потому что лучше дышать свежим воздухом, нежели как бы дышать через маску, да. Вот. Когда-то мы плавали даже по этой реке. У меня товарищ купил себе надувную лодку, и мы устроили заплыв. Это было, конечно, весело и прикольно. А еще на этой речке мы с женой праздновали второй день свадьбы. Ну, знаете, как первый день официозно, так с друзьями, со всеми там, ну, как с друзьями, с родственниками, да, и так далее, с родными и близкими. А второй день обычно собираются все, кто либо пропустил по какой-то причине первый день, либо же не попал по каким-то причинам на первый день, да, то есть как бы, ну, не смог прийти, например, либо же тот, кто был, но не нагулялся, да, то есть молодежь в основном. И мы вот второй день собирались на этой реке, жарили шашлык, купались, веселились, было очень здорово, на самом деле, было очень круто. Сейчас я потихонечку иду обратно, вот, и спускался я в одном месте, и в другом месте мне нужно было подняться на холм, чтобы попасть, в общем-то, домой. Ну как домой, в то место, откуда я вышел, да. Вот, и сейчас покажу вам кусочек, вот начинается этот кусочек моих приключений, когда я просто сквозь лес, как какой-то дикий кабанчик, ломлюсь. На самом деле мне очень не нравится этот подъем, потому что он достаточно крутой, там под ногами очень скользко и грязно, и много всяких паутин вокруг. Вот, очень любят этот проход пауки заплетать паутиной. Как-то вот идешь и смотришь, на тебя паук смотрит, а ты на него и такой, блин, думаешь, чуть не влез в него. Вот, но на самом деле это самый быстрый путь, то есть как бы, чтобы подняться к даче, фактически нужно либо обходить за несколько километров, либо вот так вот на холм подняться быстро и все. Я предпочитаю короткий путь. Вот. Если вам понравилось, друзья, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. Буду рад еще записывать такие видосы. До свидания.